Всем привет! Наконец-то весна дошла и до Северного Китая, на улице потеплело и везде зацвела красивейшая сакура. Так что настало время выходить из зимней спячки и гулять. Собственно, этим я сегодня и планирую заняться. Уже достала свой самокатик. Хочу сегодня покататься по городу, посмотреть на цветение, вероятно, устроить цветочную фотосессию, ну и заодно открою самокатный сезон для себя. Но для начала хочу немного заапгрейдить свой самокатик. Так что погнали, а ты пока подпишись на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, и обязательно ставь палец вверх. Быстренькая распаковочка всяких разных приблуд для самоката. Это пришла держалка для навигатора. У нее очень мощный корпус, чтобы ничего никуда не выпало. Ремешки с карабинчиками, они крепятся на руль, и к ним можно подвешивать всякие пакетики, рюкзачки, в общем, чтобы максимально продуктивно использовать самокат. Заказала цепь для пристегивания, чтобы оставлять самокат где угодно. Крепление для штатива под навигатор. Это еще один более мощный двойной крючок. Крепится он на корпус самоката, и на него можно подвешивать более тяжелые вещи. Зеркала заднего вида для безопасности. Ну и последняя коробочка. Здесь длинный выдвижной штатив для камеры. Большая часть жизни в Китае проходит на электробайках. Серьезно, они просто повсюду. На них ездят на работу, в магазин, везут детей в школу. Вся доставка еды, посылок, кофе тоже на них. Курьеры, кстати, на этих байках буквально летают, моментальная доставка. В китайских городах столько людей и машин, что ездить на машине – это как пойти в супермаркет в пятницу вечером. Толпы, пробки, нигде не припарковаться, и бензин стоит как космический билет. А на электробайке просто сел и поехал. Запарковался где угодно, зарядил от розетки, никаких налогов, страховок, техосмотров, в общем, полный кайф. Масло не нужно, бензин не нужно, все максимально просто. А если у тебя съемная батарея, то вообще супер удобно. Взял домой и поставил на зарядку как телефон. И самое прикольное, если модель не особо мощная, права не нужны. То есть на таком может кататься школьник, бабушка или курьер вообще без заморочек. В Китае доставка – это целая культура. Все, что можно привезти, вам обязательно привезут. И, конечно же, все это делается на электробайках. Это быстро, дешево и идеально для улиц с постоянными пробками. Плюс государство активно продвигает эту тему с экологичным транспортом. Экология – это очень важно в реалиях современного мира. Например, в Харбине, это где я сейчас живу, бензиновые байки вообще под запретом, только электро. А инфраструктура для электробайков в городах просто мечта. Зарядных станций куча, на дорогах отдельная полоса для двухколесных, а парковать байк можно буквально где угодно. В общем, в Китае электробайк – это не просто транспорт, это образ жизни. Уже давно он стал частью города, частью ритма. Ну еще бы. Это удобно, выгодно и просто работает. И гоняют на них летом и зимой. Вот бы и у нас так. Представьте, насколько легче бы стало жить. Тут я уже прикручиваю последний штатив на мой самокат. Самый большой и длинный для камеры, он еще и выдвижной. Так что можно будет себя очень-очень хорошо снять со всех сторон. Ну и вот-вот-вот, почти все готово. Апгрейд полностью закончен.
Теперь осталось только его затестить, как все это будет двигаться со всеми этими новыми наворотами. Ну, вроде как едет, значит все отлично. Сейчас уже по всему городу зацвела сакура, так что можно просто кататься по улицам и наткнуться на кучу очень красивых мест. Но оказывается, что в Харбине, в инженерном университете, посажена настоящая сакуровая выставка. Собственно, на нее я сейчас и еду полюбоваться. Заодно я посмотрю еще на один китайский университет изнутри, помимо моего университета. Кстати, сегодня так резко погода меняется, то пасмурно, то солнечно, то пасмурно. Надеюсь, хотя бы дождь не ливанет. Кто знает, насколько хорошо электрический самокат совмещается с дождем. И вот я уже доехала до инженерного университета. У них очень интересный кампус. Все здания здесь украшены традиционной китайской архитектурой. Крыши, резьба, мостики – все как в историческом фильме. И каждый год в кампусе проводится сакуровая выставка. Все вокруг цветет, и атмосфера становится просто сказочной. Сегодня я впервые в кампусе другого университета. Может, стоит придумать себе такую новую традицию, посещать тут городки в разных городах Китая. Надо обдумать эту идею. Кампус здесь очень красивый, мне уже нравится. Приехала вовремя, еще пару дней и сакура начнет отцветать. Она здесь как напоминание о том, как быстро все меняется. Цветет всего пару недель, но за это время успевает подарить столько эмоций. Я просто иду и наслаждаюсь природой, архитектурой, моментом. Вот еду и думаю, мне невероятно повезло, что я учусь в Китае, в Политехническом университете Харбина, который сокращенно называется ХИТ. Это ХИТ-НА, и он звучит «на». В общем, как я и сказала, учусь я в Политехническом университете Харбина по государственной стипендии CC. Она расшифровывается как Chinese Government Scholarship. Это программа, которая дает возможность студентам со всего мира учиться в Китае бесплатно. Да, именно так. Стипендия покрывает полностью обучение, проживание в кампусе и даже выдается ежемесячное содержание. Это отличная возможность для тех, кто мечтает учиться за границей, особенно если тянет в Азию. Правда, CEC – это для магистров и аспирантов, для бакалавров есть другие стипендии. Подача не быстрая, документы, учебный план, переводы, рекомендации, да, немного бумажной суеты, но оно того стоит. Китай – удивительная страна для учебы, здесь все по-другому. Стиль преподавания, отношение к времени, университетская жизнь. Это все расширяет границы мышления, заставляет расти и меняться. А еще можно путешествовать. Каникулы – это возможность увидеть Китай. Горы, храмы, мегаполисы, деревни, открыть страну и одновременно себя. Я очень рада, что могу быть здесь, учиться, исследовать, открывать.
А сакура она как символ мимолетности. Напоминает, цените моменты, они быстро уходят, но остаются в памяти навсегда. Если ты тоже думаешь о поступлении в Китай, обязательно посмотри, какие есть университеты и как податься на CC. Это реальный шанс. А Китай — это не просто учеба, это целая вселенная нового. По университету я уже нагулялась, так что едем дальше. И оказывается, буквально в 500 метрах от универа есть очень атмосферный парк Древней Груши. Пожалуй, заеду еще и туда. Как только въезжаешь в парк, сразу чувствуешь, тут круто. Мне уже здесь очень нравится то, что нужно после долгой холодной зимы на севере Китая. Парк очень зеленый, живой, но не шумный. И вот она, та самая старая, самая главная груша парка. Говорят, ее возраст больше 100 лет. Стоя рядом с ней, ощущение, будто бы ты попал в какую-то сказку, ну или в древнюю китайскую легенду. Она напоминает гигантский бонсай, только не искусственный, а настоящий, выросший, переживший больше 100 лет. Собственно, так оно и есть. Смотришь на нее, и внутри становится очень тихо. Вот такая она, сила в покое. Ну и едем дальше по дорожкам. Парк удивительно просторный. Тут и аллеи сакуры, настоящие колонны из деревьев, высаженные в линию. Кроны образуют живой потолок, и лепестки, которые опадают, ложатся как ковер. Все здесь в балансе: движение и покой, сила и мягкость, тело и природа. В такие моменты я понимаю, что счастье — это не всегда что-то большое. Иногда это просто ты, самокат, тишина и дерево, которое живет дольше, чем вся твоя жизнь. Этот парк как портал в другую частоту жизни. Хорошо, что я сюда сегодня заехала. Почувствовать, замедлиться и просто побыть. Еще здесь есть небольшое озеро. Вода гладкая, прозрачная, в ней отображаются деревья и небо. И все вокруг будто говорит: остановись, посмотри, почувствуй. Здесь люди отдыхают физически, занимаются цигуном. Медленные, точные движения, каждый жест будто продолжение дыхания. Они не спешат, просто движутся в своем ритме, в ритме этого места. Смотрю на них и начинаю ощущать ту самую энергию инь-янь.
Ну что, я считаю, что мы круто сегодня с вами покатались и впитали в себя эту невероятную красоту. А дальше будет больше, так что обязательно не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. И ставь палец вверх. Увидимся в следующем видео.